Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, март 2024 года. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какую-то подсказку вы для себя все равно увидите. Март 2024 года где-то будет связан с теми планетарными событиями в вашей жизни, которые уже сложились, или это, знаете, как кульминация в феврале. Почему? Потому что планета Хирон, ну, кто-то называет астероидом, кто-то планетоидом, кометой даже, ну, мы назовем планетой, потому что это так привычнее слуху. Так вот, выравнивание 19 числа, 19 февраля с лунным узлом в знаке зодиака Овен. И из мифологии мы знаем, Хирон – это символ израненного целителя. И в душе каждого из нас, в судьбе каждого из нас есть какая-то священная рана или есть то, что нас словно оно не отпускает. Или это может быть не что иное, как какой-то повторяющийся сценарий. И, скорее всего, мы уже в феврале подошли к этой конкретике, когда понимаем, что вот из этого паттерна нужно выйти, потому что так дальше продолжаться не может. И если мы говорим еще и про Хирона, есть такой момент, мои дорогие львы, когда Хирон, ведь, как известно, он был бессмертен, но он был ранен отравленной стрелой Геракла. Это великий был мастер, и он, как и искусству врачевания учил искусству охоты, математики, астрологии, астрономии. По преданию, по крайней мере, мы знаем это из мифологии. И Геракл, который ранил Хирона этой стрелой, он ведь был учеником. Самое время задуматься. То, что мы делаем из лучших мотивов, не обещает быть как достойное продолжение. И у кого-то это священная рана, она будет связана с личной жизнью, взаимоотношениями с родственниками, с родителями, с детьми, с внуками. Или, может быть, и дружеские отношения. Хирон в знаке зодиака, Овен, он уже там давно. Но именно вот этот пункт, эта дата, как точка невозврата, мои дорогие, 19 февраля. Потому что именно присоединение, наверное, или выравнивание, это как на одной линии, как будто у нас с лунным узлом выравнивается Хирон и запускает какую-то перезагрузку. Он пробудет до 14 апреля 27 года еще в знаке зодиака Овен, но мы, словно поставив себя где-то или свои цели, намерения, желания, можем изменить собственную судьбу. Мы можем навсегда, наверное, расстаться с теми шаблонами, паттернами, может быть, и нашего поведения или выстраивания наших отношений, какую-то историю завершить. Для кого-то из вас есть возможность окончательно, по сути дела, время как раз залечить вот эти священные раны, душевные раны, психологические травмы. И давайте мы первую карту достанем, спросим, чего же, какой сферы жизни будет касаться именно март? Где произойдут эти изменения? Или что будет у вас в приоритете? И что нам важно знать для вашего знака? Сюрпризы достанем карту. Это то, что с плюсом. Неожиданности, возможные, куда без них. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И что скрыто, мои дорогие? Что может помешать? Что будет помогать, что будет радовать? И по основным сферам жизни посмотрим предварительно энергии. Дела, работа, бизнес, как будут складываться. Энергия денег и личная жизнь. Итак, какая же сфера жизни для вас проиграется? Знаете, самое главное не уходить в апатию. Правда, карта апатии, карта чувств. Вот как раз и проработка, наверное, по Хирону. Какой-то, ну, не самой счастливой истории в вашей жизни. История отношений. Или история, которая связана, может быть, с родственниками. Или у кого-то это может быть и в деловой сфере тоже есть какое-то разочарование. И самое главное, понимаете, мы не должны застрять вот в том состоянии, когда я ничего не хочу, или когда у меня опустились руки. Здесь, правда, эмоции, какой бы сферы жизни, просто они не касались. Тут себя где-то, ну, надо
не мучить вопросами, почему так получилось. Вот это не имеет смысла заново как будто проанализировать. Нет, мы не найдем каких-то вопросов или, точнее, ответов на вопросы, и мы не сможем объяснить поведение людей или почему сложились именно так обстоятельства. Здесь словно нужно сделать для самого себя перезагрузку и где-то, с одной стороны, себя не тормошить и не торопить. Все идет своим чередом, но и понять, что эмоции нам могут крепко помешать увидеть какую-то реальность. Вот нам кубок рука как будто протягивает. Может быть, это как новая возможность обустроить свою личную жизнь или обустроить свой быт, решить какие-то вопросы касаемо вашего труда, а мы словно не видим, потому что мы заняты своим делом. Молодой человек сидит, читает книгу, и он вроде бы и увидел этот кубок, да, вот как на карте, я надеюсь, это видно. Но его это не радует, то есть он не воспринимает никак. Вот это внутреннее состояние, знаете, не корить себя за какие-то ошибки, но и не искать как будто оправдание в обстоятельствах или кто-то там для нас, да, сделал что-либо не так. Увы, мы ведь можем столкнуться еще не раз с подобными ситуациями. И в целом, когда мы допускаем то, что да, мы можем ошибаться, это формирует наше самодоверие. Самодоверие– основа всего. Это из-за этого выстраивается самодостаточность, и из-за этого сбываются наши мечты. Как ни странно, это именно, ну, где-то работа вот с таким разочарованием, мои дорогие львы и львицы. Что же важно знать? Как будто есть человек в вашей жизни, на которого вы можете буквально опереться. Я все-таки так больше трактую эту карту, и, может быть, стоит вопрос о недоверии, правда? Может быть, и есть какие-то предложения по работе, может быть, и есть варианты иного сотрудничества. По королю Пентакли это тот, который создал себя сам. Где-то карта говорит и о том, что и вы себя должны создать сами. Быть независимым, как и от обстоятельств, так и от людей. Что отличает короля кубков? Его сложно сбить с его настроек. Он знает, что как и вокруг какая-то обстановка меняется, так и у людей вечно меняется мнение, но он готов к этому. И он знает, я найду какой-то выход, я все равно что-нибудь придумаю. Он в себе не сомневается. И вот, видимо, такая сильная позиция, она будет для вас важна в течение мая месяца. Давайте мы идем дальше. И неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Король мечей, вы можете, да, какие-то согласования в высоких инстанциях. Для кого-то из вас это вопросы, которые, может быть, придется улаживать даже в судах. Может быть, у кого-то на повестке дня или медиаторство, или налоговые органы. По этой карте вы можете, если неожиданности, какие-то денежные вопросы, может быть, связанные с банком или с банками. По этой карте есть еще и значение, когда мы должны уделить внимание собственному здоровью. Может быть, для кого-то из вас в неожиданностях, правда, нужно пройти обследование. И, может быть, это даже не неожиданность, а то, что вы планировали, но это как-то затянуться может. Или дополнительные какие-то методы обследования вам могут быть назначены. По этой карте мы ничего не делаем в торопях. По сути дела, это стихия воздуха у короля мечей, и это в первую очередь интеллект и опора на какую-то прежний наш опыт или на прежнюю сложившуюся ситуацию. Мы не должны себе где-то навредить незнанием. И поэтому конкретно, может быть, если вы какой-то пункт закона не знаете, обратиться к юристу-адвокату или найти информацию, как в отношении вас работает закон. У вас выпадает два короля, и вам как будто придется, мои дорогие львы и львицы, правда, как и обращаться, может быть, к чиновникам, так и к людям статусным. Может быть, это где-то прелюдия того, что вы можете свой статус изменить благодаря тому, что получите новую должность. Или будет какая-то еще возможность решить ваш тот или иной вопрос. Общение, вот эти две выпавшие карты, могут говорить, что важно знать. И как сюрпризы мы говорим, когда вы
словно ваше окружение, оно будет тоже на другом статусе, на другом уровне мы говорим. И это люди более властные, более такие, ну, имеющие в руках рычаги влияния и одновременно люди более ответственные. Может быть, вот так как-то судьба повернет, что вам придется больше уделить внимание общению именно с подобными персоналиями. Давайте мы с вами узнаем неожиданности. Придется, правда. По пятерке жезлов иногда проходят конкретный, вот, например, человек или люди, которые быстро меняют свое мнение. И то, что утром вам обещали, к вечеру может раствориться как дым. Поэтому не совсем доверяйте тому, что вы услышали. Вот буквально в первую минуту, скорее всего, истина может быть где-то рядом. Или тот человек, на которого вы понадеетесь, он как будто не отдаст вашим интересам приоритет, а отдаст своим. По этой карте, я ее называю картой информационного хаоса, поэтому, в принципе, много новостей, много каких-то либо согласований, либо дел, либо, может быть, что-то по бумагам, или какой-то разрозненной информации, из которой вам нужно выделить одну цельную канву и разобраться, что же есть по факту. Правда, по королю мечей мы можем искать эту информацию, как я уже говорила, и вы ее найдете. Здесь не делать что-то в торопях. А рядом у нас король пентаклей, что важно знать, вообще конкретный какой-то математический расчет. Или, с одной стороны, уверенность в себе, но это та уверенность, которая дает возможность не сомневаться, что я все равно решу любой вопрос. Но есть какая-то конкретика, когда и зазеваться как будто не нужно, и понадеяться на кого-то не нужно, а только на самого себя. Но и информацию воспринять, ну, как-то методично, понимаете, допуская альтернативные варианты как раз развития событий или поведения людей. Вот это будет для вас важно. Давайте мы узнаем, что же скрыто. Знаете, правда, у кого-то могут быть такие моменты, когда придется отправиться в какие-то инстанции решать те или иные вопросы. Есть еще другой момент, когда и к вам могут быть, ну, где-то внимание со стороны контролирующих органов, поэтому не рискуйте собой, правда? Может быть, и как проверяющий на вашей работе. Поэтому здесь настолько ваши действия должны быть выверены. Может быть, Марс достаточно напряженным вам где-то покажется, или где-то непредсказуемым. Есть такое. Но не потому, что что-то происходит, а вот какой-то, ну, круговорот событий, информации вокруг вас. Что скрыто? По рыцарю мечей мы не должны себе, самое главное, навредить. Иногда проходит бунтарь без причины вот по этой карте. И знаете как, захочется, может быть, самим взбунтоваться и сказать: да елки, когда же это все закончится? Есть такое значение. Но это могут быть и те люди, когда, вот если в значении себе не навредить, которые нам, ну, пытаются насадить свое видение или свое мнение. Или если мы говорим про проверяющих, то он как будто с какими-то полномочиями может себя просто, ну, как-то не очень красиво вести. И нам. Это не значит, что мы это где-то проглотили, но это значит, что мы себе не осложнили жизнь и правильно выстраиваем отношения с такими людьми. Держим нейтралитет. Что скрыто? Держите нейтралитет. Потому что будут те вопросы, в которых, ну, вот так вот сходу не разберешься. Или, если мы говорим про информацию, а тоже не определишь, правдива она или это фейк. И пока мы проведем аналогию между тем, что предполагается, и то, что есть на самом деле. Потребуется время, мои дорогие львы и львицы, и поэтому ваша где-то вежливость и умение держать осанку на любом повороте, это будет вам в целом помогать, потому что будут именно те люди, они как будто могут говорить одно, а делать совершенно другое. Вот это то, что скрыто. Его как будто не просчитаешь этого человека наперед. Давайте мы узнаем, что может помешать. Ну вот где-то надежда, как иллюзорность, что у меня сейчас все получится. Или надежда на то, что кто-то придет на помощь. Вот, понимаете, вы могли надеяться на какого-то человека, а он вас подвел. Мы вот об этом говорим, что, ну, тут надежда на самого себя, что важно знать. И как раз у кого-то из вас вот эти эмоции разочаровывающие или апатия. Это может быть тот гештальт, как по Хирону.
Эмоции нам не должны помешать увидеть вот эту самую реальность. Или не должно быть, мои дорогие, надежд, что кто-то придет на помощь. Даже если мы сказали, что важно знать, у вас будет человек, как минимум один, который вас поддерживает. Но, видимо, есть и те вопросы, которые вам нужно самим закрыть. Вот как это своего рода священная рана. Или какой-то сценарий из-за того, что мы думаем, как-то разберется само. Само не разберется. Мои дорогие львы и львицы, тут нужно свою какую-то стратегию и тактику, причем четкую, и при полной концентрации внимания держать в течение марта месяца. Но вот как-то так. Что может подмешать? Вот конкретно карта иллюзорного успеха. А что будет вам помогать? А вот тоже успех. И, кстати, правда, есть тот человек, который вам помогает. У нас как раз карты так и ложатся, я так раскладываю их, чтобы причину следствия вы могли просмотреть. И если мы говорили вот все то, что по королю Пентаклей, как минимум есть один тот, который к вам относится искренне, желает вам добра. Он может вам прийти на помощь, как и деньгами. Неважно, кто это будет. У нас выпал король, но это может быть и женщина. Это может быть кто-то из ваших близких, кстати. Часто так бывает по королю Пентаклей тоже. Кто вас выручит как бы и деньгами, и ценным советом. Может быть, вам придется совершить куда-то поездку, чтобы на месте с чем-то разобраться. И такое тоже будет. Но как будто, если мы говорим, что помогает. Финансы помогают, решение финансовых вопросов. Может быть, подписание, согласование. И вот та личность, которая, как минимум, я уже сказала, одна желает вам добра. И знаете, еще помогает внимание, ну, к тому, что происходит вокруг нас, что говорят люди. Вы должны быть очень цепки до этой информации. И пусть она сначала разрозненная или какая-то хаотично непонятная. Вам будет важно в течение марта и отделить зерна от плевел, правда? Быть реалистом. Видимо, в марте, мои дорогие львы и львицы, почему-то это так. Что нам помогает еще по этой карте? Это карта марафонского забега. Это когда вы определяетесь со своим направлением на долгий период жизни, наверное, как по Плутону, лет на 10-20. С кем я буду, чем я буду заниматься, каким образом я буду зарабатывать деньги, откуда ко мне будет приходить доход. Или, мои дорогие, у кого-то из вас, иногда это тоже проигрывается, король Пентаклей, вопросы личной жизни одновременно могут где-то пересекаться с какими-то согласованиями имущественными или денежными вопросами. Но это все в позиции помогает. Дела, работа, бизнес. А вы словно на выборе. Кто-то будет работу обдумывать, где я буду работать, трудиться. У кого-то две работы. Или если есть, правда, какая-то нерешенная ситуация в высоких инстанциях, то вы будете думать, как это сделать. Но возможности есть. Как будто возможности как минимум две. Все же двойка жезлов. И нам говорят, не торопись. Выбор, может быть, вам и придется делать, но он должен быть очень просчитанно осознанный. Вот как будто для вас это будет тоже важно. Давайте мы посмотрим. Тут пара у нас выпадает на, пусть это в разных позициях, но тем не менее, королева Пентакли уже, да, на вопросы энергии денег. Королева Пентакли нам говорит, да, деньги будут у льва, но это та, которая сделала себя сама. И кто-то из вас, возможно, всерьез задумаются о личном деле, о личном творчестве, которое в последующем монетизировать, или о личном бизнесе, или я хочу теперь не в организацию ходить, а работать на самого себя. Королева Пентаклей создала себя сама, и вот все то, что мы сказали до этого, вы словно в марте себя создаете заново, в каких-то новых реалиях, с новыми условиями. Когда уже нет ни иллюзий, ни апатии, есть какая-то конкретика. Вот, может быть, таким не совсем простым путем выстраивается ваше благополучие, ведь, по сути, по королеве Пентаклей она находится среди райского сада, который она создала своими руками. Иногда вот придворные карты, именно пентаклевые, говорят о паре или о семейных отношениях каких-то, или о каком-то союзе тоже надежном. Как минимум, повторюсь, уже в очередной раз, у вас будет как минимум один человек, который будет и помогать, где-то вас поддерживать, но как и добрым советом, так и с финансами. В целом вы будете себя чувствовать уверенно, мои дорогие. Что в личной жизни?
но какая-то история не будет таковой, как прежде. И если мы говорим по Хирону, да, это вот эта священная рана или какой-то сценарий, который, может быть, многократно в вашей жизни повторялся. Это старший аркан. Тут само пространство будет стремиться к тому, чтобы для вас какие-то новые варианты, к счастью, создать, мои дорогие. Какой-то прежний паттерн вам самим не захочется продолжать, но и, видимо, обстоятельства вокруг вас будут подталкивать, чтобы что-то завершить. 13-й аркан могут изменения. Вы можете, кто-то из вас, мои дорогие львы и львицы, вообще кардинально развернуться и уйти, правда. Все-таки по этому аркану тут у каждого по-своему. И если прежде были отношения при полном отсутствии взаимопонимания, и вы пришли к выводу, что так дальше продолжаться не может, вы можете что-то завершить. У кого-то из вас, у кого сейчас в паре все хорошо, мои дорогие львы и львицы, значит, это будет означать, что какие-то могут быть обстоятельства вокруг вас или события от ваших родственников или, ну, какого-то вашего ближайшего окружения, которые тоже каким-то образом либо в них участвуете, либо они оказывают влияние на вас. В целом это формирует совершенно новое качество жизни. Но пока еще на период марта не видно, как это все отстроится. И, собственно-то, вы это отстраиваете сами. И по двойке жезлов ориентир у вас как будто есть. Но, может быть, есть какое-то словно топтание на месте, либо из-за обстоятельств, либо у кого-то проверки, правда, увы, вот не могу этого отрицать, или какие-то вопросы, которые не решены в инстанциях. Вам нужно, может быть, что-то подписать или согласовать, и тогда уже словно вот это пороговое значение, оно будет вами пройдено совершенно к другим горизонтам. И будет очень важно не обернуться к прежнему опыту. Он не сработает. Давайте я немножко раскрою, что это значит. Вот зададим такой вопрос. 13-й аркан для вас, мои дорогие. Что означает? Перемены в личной жизни и перемены в финансах одновременно. У кого-то конкретное может быть завершение истории с человеком, который рожден под знаком зодиака, или перемены в судьбе, может быть, что-то меняется у человека, неважно кем он, может родственник или ваш партнер, как будто там в его жизни тоже могут быть какие-то изменения, и они будут где-то захватывать и вас, мои дорогие, такое может быть. И у нас по кубковым картам проходит рыба, рак, скорпион, или человек имеет асцендент или по луне даже в этом знаке зодиака, он может этого и не знать. Или проходят тоже наши близкие. Что еще? Правда, перемены, колесо фортуны. Вот помните, мои дорогие львы и львицы, что не делается все к лучшему. Значит, ну вот разворот колеса вашей личной истории, она будет, знаете, выстраиваться как-то по-новому, я бы сказала, во всех сферах жизни вообще. Здесь и, как и по работе, по деньгам, и в личной жизни. У вас и на пороге, как и словно жизненный экзамен какой-то вы проходите, подводите как демаркационную линию черту, когда даже оглядываться назад не захочется. Может быть, и пришлось какую-то ситуацию даже где-то переболеть, из-за чего вот эта апатия словно может накрывать. Апатия накрывает, а надо быть реалистом, видеть, ну, как бы, что уже происходит вокруг вас. Тут не расслабишься, но вам и пространство, ангелы ваши помогают, потому что по колесу фортуны это счастливые перемены, это те изменения в нашей жизни, которые нам дарит еще и Вселенная. Это удачное стечение обстоятельств, это новые возможности. Поэтому, если что-то завершается, отпускайте. Пусть оно уходит. И по колесу фортуны держитесь прочно за этот штурвал. Есть такой совет по этой карте, что мы чего-то не можем отложить на потом. Иначе при развороте этой рулетки нас словно может выбросить за борт, да. И поэтому мы этот штурвал держим в центре и очень надежно. Все контролируем. И нужно, видимо, со всеми событиями как будто проиграть, провзаимодействовать, для того, чтобы чего-то важного не упустить. С одной стороны, куда-то и не поторопиться,
но и куда-то не опоздать. Вот такой месяц для вас, мои дорогие, март. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.